Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко, а это мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем делать очень простой и очень вкусный банановый пудинг по рецепту пекарни Магнолия. Это изначально нью-йоркская пекарня, которая есть сейчас во многих городах мира, и именно их банановый пудинг считается самым вкусным и самым популярным. Сделать его дома оказалось совсем несложно. Как всегда, следите за руками. Поехали! Первым делом необходимо приготовить ванильный пудинг или заварной крем. По сути, это одно и то же. И для этого прежде всего отделяем белки от желтков. В этом рецепте нам понадобятся только желтки. Из белков потом еще что-нибудь можно будет приготовить. Меренгу или, например, пирожный макарон. Белки в отдельную емкость, желтки сразу в чашу для смешивания. Также для пудинга необходимо молоко. Сразу берем вот такой небольшой ковш, сотейник. И заливаем его туда. В молоко добавляем где-то треть всего количества сахара или сахарозаменителя, в зависимости от того, что используете. Нужно добавить туда ваниль. Я буду использовать ванильную пасту, она хорошо заменяет стручок, так как в ней тоже есть семена. Можно в идеале использовать сам стручок, предварительно также извлекаем семена и вместе со стручком в молоко. Можно использовать ванильный экстракт, но тогда лучше добавлять его в конце. Или часть сахара заменить ванильным, но старайтесь брать тот, который содержит натуральную ваниль, так вкуснее. Хорошенько все перемешиваем с помощью венчика. И ставим на средний огонь. Необходимо довести молоко почти до кипения. Вот прям до самых-самых первых мелких пузырьков. Периодически помешиваем, чтобы ничего там к дну и к стенкам не приставало. Тем временем добавляем к желткам оставшийся сахар. Немного соли. И с помощью венчика хорошенько все перетираем, немного взбиваем в такую светлую кремовую массу. Затем добавляем кукурузный крахмал. И также с помощью венчика все хорошенько смешиваем. Получается такая густая, светлая, тягучая масса. Достаточно плотная. Когда молоко начнет закипать, снимаем его с огня. И сначала небольшое количество добавляем в желтково-сахарную смесь. Быстро-быстро, хорошо перемешиваем, чтобы желтки не сварились. Затем еще чуть-чуть. Также все продолжаем хорошо мешать. И вот так вот по чуть-чуть, постоянно помешивая. Добавив половину, уже продолжаем вот так вот тонкой струйкой вливать горячее молоко, не переставая помешивать. И все хорошо смешав, снова возвращаем в ковш. Если использовали стручок вместе с семенами, то в этот момент стручок из ковша уже можно убрать. Все хорошо перемешиваем. И снова возвращаем ковш на огонь, на среднем огне, постоянно мешая венчиком, доводим до таких первых пузырей. И убавив огонь, продолжаем уваривать еще минуты 3-4, постоянно интенсивно мешая венчиком, все собирая с дна и стенок, чтобы ничего не пригорало, до такого густого, но все еще подвижного крема. Снимаем с огня и добавляем кусочки охлажденного сливочного масла. И тщательно венчиком их быстро вмешиваем. Теперь крем-пудинг необходимо остудить и охладить. Для этого удобно перелить его в какую-нибудь форму, накрыть пленкой до контакта и сначала дать остыть при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник, полностью охладиться. Я хочу процесс немного ускорить, поэтому остужать и немного охлаждать буду с помощью ледяной бани. Беру очень холодную, прям ледяную воду и еще туда дополнительно бросаю кубики льда. Аккуратно погружаем туда сотейник, так, чтобы вода вовнутрь не попала ни в коем случае. И также аккуратно, но постоянно мешая, остужаем крем сначала до комнатной температуры, а затем уже точно так же слегка охлаждаем. И когда масса станет такой прохладной, температуры ниже комнатной, беру форму, застилаю ее пищевой пленкой. Вот такой густой получается нежный гладкий крем. Накрываем пленкой до контакта.
И теперь уже пусть работает холодильник, пудинг, крем должен полностью охладиться. Также понадобится печенье. Обычно используется простое ванильное печенье, которое мы готовили в прошлом видео. Я вот специально для этого пудинга его и приготовил. Можно использовать покупное, какое-нибудь вкусное, любимое, а можно приготовить печенье самостоятельно. Вот как раз пока пудинг охлаждается, можно потратить на это немного времени. Заранее смешиваем муку вместе с разрыхлителем. Берем размягченное прям вот в крем сливочное масло. Добавляем сахар. Хорошенько с помощью венчика взбиваем. Добавляем яйцо и немного ванильного экстракта, так как печенье тоже должно получиться ванильным. И с помощью венчика также все это хорошенько перемешиваем, немного взбиваем. В получившуюся кремовую массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем, и с помощью лопатки хорошо перемешиваем. И вот это полученное тесто с помощью небольшой ложки, такими маленькими шариками, выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Совсем немного вот так вот приплющиваем и отправляем в духовку, разогретую до 185 градусов. Выпекаться такое печенье будет минут 15-20. Готовому печенью даем немного отдохнуть на противень и затем уже полностью остужаем на какой-нибудь решетке. И в результате получается такое вкусное, ароматное, хрустящее печенье, которое идеально использовать в подобных десертах. Когда пудинг как следует охладится, нужно смешать его с взбитыми сливками. Для этого берем жирные сливки, добавляем к ним немного сахарной пудры и взбиваем с помощью венчика в стойкий крем. Достаем охлажденный крем-пудинг, перекладываем его в чашу для взбивания. Оп. И с помощью венчика также разбиваем в крем. Добавляем треть взбитых сливок и взбиваем вместе. И оставшиеся сливки вмешиваем уже лопаткой, тщательно, в 2 шага. Получается такой очень нежный, воздушный, гладкий крем. Ну и, конечно, для приготовления бананового пудинга нужны бананы. И с ними все очень просто. Главное, чтобы они были спелые и сладкие. Это все, что требуется здесь от бананов. Берем форму. Это может быть большая одна форма. Можно делать десерт сразу порционно. Можно брать форму поглубже. От этого будет зависеть количество слоев. В общем, здесь можно смело экспериментировать и подстраиваться под те условия, которые у вас есть. Берем небольшое количество ванильно-сливочного крема и распределяем его по дну формы. Сверху слой из печенья и бананов. Бананы просто нарезаем кружочками, достаточно тоненькими, 3-4 мм. Сверху печенье, если оно у вас совсем маленькое, можно прям целиком. Если, вот такое не сильно мелкое, то можно поломать на несколько частей. Но не в крошку. Так, тоже равномерно распределяем слой по форме. Сверху все это закрываем слоем сливочно-ванильного крема, также лопаткой его распределяя. И повторяем с бананами и печеньем. Тонкие кружочки банана. Бананы берите прям спелые, сладкие. И печенье. И закрываем все это сверху шапкой ванильно-сливочного крема. Теперь десерт нужно убрать в холодильник, хотя бы на пару часов. Можно вообще оставить и на ночь, приготовив его заранее. Прежде всего, печенье должно стать мягче, все это должно там так соединиться, настояться, и тогда получится вкуснейший бананово-ванильный пудинг. Если собираетесь оставлять в холодильнике надолго, лучше накройте пищевой пленкой. Сверху готовый десерт украшается обычно просто крошкой того же самого печенья, которое использовалось в десерте, но можно пойти чуть дальше и украсить также карамельными орехами, например, грецкими. На сковороде разогреваем сливочное масло до шипения. Добавляем орехи, обжариваем в масле пару минут, затем добавляем сахар и еще пару минут карамелизуем, постоянно помешивая, чтобы ничего не сгорело. Для еще более тонкого вкуса этих карамельных орехов можно добавить какой-нибудь ароматный алкоголь. Коньяк, кальвадос, виски, ликер. Все зашипит, перемешиваем, алкоголь выпариваем и готово.
Даем орехам остыть на бумаге для выпечки, и можно использовать. Также немножко поломать их сверху, как и печенье, и оставить немного для украшения в порциях. Накладывать этот десерт удобно лопаткой или ложкой для мороженого, а можно и обычной ложкой. Такая аппетитная, вкусно пахнущая горка. Нежнятина невероятно. Это очень вкусно. Хочется прям вот так вот растягивать удовольствие по чуть-чуть. Это прям так невероятно нежно. Вот даже слово нежно, оно всю эту нежность не описывает. Прям невероятно нежно. Печенье стало таким мягким, оно пропиталось кремом. Все вкусы после нескольких часов в холодильнике как-то объединились. И пудинг реально сейчас больше банановый, чем ванильный. Это прям очень вкусно и срочно-срочно всем надо. Вот прям срочно-срочно. Все, я пошел доедать. Список всех ингредиентов с точностью до грамма, как всегда, вы сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы быстрее на канале появилось следующее видео. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, просто пишите и постите то, что готовите по моим рецептам в инстаграме. Отмечайте меня, с удовольствием посмотрю, что у вас получается, и здесь покажу. Всем отличного весеннего настроения, с вами был Саша, Cooking Time, пока-пока. «50 фактов». Я позировал обнаженным. Я работал официантом у Филиппа Киркорова и Розы Михайловны. Я вообще бываю свирепым. Ира, держи компромат при себе. Я в постоянных отношениях. Блестящий писюн.